Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп недели с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт на неделю. Будем реалистами, конечно, любой прогноз лишь прогноз. Но я надеюсь, если мы призовем свою интуицию, подключим, может быть, обдумывание того вопроса, что для вас сейчас наиболее актуально или что беспокоит, что вы хотите решить. Добавим как раз метафорические образы карт, ведь любая карта – это образ. И какую-то проблему мы решим. Или получим другие подсказки решить какой-то вопрос. Или просчитаем, допустим, один из вариантов развития событий или наших действий. Или проведем приятно вместе с вами время. Я так искренне на это надеюсь. Что-то тут у нас выпрыгивает. А вы знаете, по королеве Пентаклей все важно для вас будет. И сейчас у вас благоприятный период жизни, когда вы отстраиваете свое благополучие. Но важны вы сами в первую очередь, ваши идеи, ваши мысли. Чтобы вы себя чувствовали, знаете, комфортно. Вот, видимо, на этой неделе ваше внутреннее состояние комфорта, себя чем-то побаловать надо определенно по этой карте, потому что королева, она за своим имиджем смотрит, за здоровьем смотрит. В конечном итоге это внешность. И, видимо, ваша внешность, а вы люди импозантные, видимо, тоже будет играть какую-то роль. Знаете, встречают нас по одежке, по внешнему виду о нас судят. Это потом, по уму провожают, но это будет потом. А вот, видимо, вам надо так вот уверенно, хорошо выглядеть. Это тоже для вас будет важно. Ну и, безусловно, королева Пентаклей строить сама своими руками свое счастье. Вот где-то в этом смысле карта нам, может быть, и добавляет, как пожелание, да, про себя не забывай. Вот это будет для вас актуально. Ну, давайте я сама достану карты. И первая карта у нас будет, что важно знать. Что будет для вас наиболее важным. Ну вот, видите, я не успела сказать, личная жизнь для вас будет важна. И в довершение к той королеве Пентаклей, которая у нас выскользнула сама, да, а ведь по королеве Пентаклей идет не только благополучие, это наша семья, это, безусловно, достаток, это когда баланс у нас по всем сферам жизни, в том числе и личные отношения тоже, дела семейные. И люди, которые нас любят искренне, опять же. И вот здесь эта карта добавляет, это карта любви. Ваша любовь, личная жизнь, она будет в приоритете. Может быть, какие-то вопросы, что бы вы тут не решали. Может быть, это вопросы даже связанные с детьми, у кого-то и с внуками. Но, значит, все равно у вас сейчас наиболее актуально проигрывается личная жизнь. Хотя у кого-то это может быть бизнес-проект. Ведь личная жизнь, не только про любовь, хотя у нас выпадает карта любви, но иногда это карта дипломатии, как раз вашей дипломатии, когда мы можем со всеми договориться или с нужными людьми установить какие-то правильные контакты. И если переведем на холодный язык чисел, математики, да, я имею в виду финансы, если, то умение договориться нам, правда, во многом помогает. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать? И достанем еще одну карту. Что от меня скрыто? По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам, энергетика и личная жизнь? Что важно знать? Это интересно. Двойка пентаклей. Игра с деньгами. Или не только про деньги, это может быть про деньги. Тут контекст идет такой, что впереди перемены, поэтому деньги мы не тратим. Ну и по планетарным-то явлениям сейчас период такой ретроградной Венеры, когда, понятно, тут покупки крупные не самые желательные. Почему? Потому что как будто мы потом можем либо разочароваться в чем-то, либо будем переделывать что-то. Но бывает, обстоятельства жизни нас вынуждают
это делать, и поэтому, значит, надо просто что-то просчитать очень внимательно. Но где-то не надеть на себя розовые очки. А тут словно новый период жизни. Вам придется отстраивать новый опыт себя, как будто вот не случайно королева Пентаклей перевернулась, и мы говорили про имидж. Да, тут словно сломать какой-то стереотип о себе, или сломать стереотип, который внутри вас где-то глубоко засел. А по этой карте не случайно значение «пробуй, пока не надоест» или «пока не получится». Тут очень хорошо проигрывается как раз, когда мы себя в каком-то новом деле как будто пытаемся, ну, может быть, для нас это будет какой-то перспективой, но даже если не получится, как будто мы этим эффектом все равно останемся довольны, потому что прежний опыт наш не будет работать, а себя словно прочувствовать, или свое направление, или как себя позиционировать, или как решать вопросы по поводу денег, как упорядочить свою жизнь, свой быт, финансовые вопросы, да практически все, что угодно по этой карте. Но, знаете, быть, наверное, этим жонглером нам придется. Правда, адаптироваться нам придется, мои дорогие весы, к какой-то ситуации неизбежно. Чего не избежать? Пятерка мечей. У кого-то может проиграться, знаете, какая-то прежняя ситуация, когда мы не нашли взаимопонимания, и здесь она, видимо, о себе может напомнить. Но самое главное, не создавать конфронтации. Мы со всеми должны договориться. Нам до пятерки мечей несколько карт об этом сказали. Мы какую-то свою ошибку не должны повторить еще раз. Мы не должны более настаивать где-то на своем, иначе мы можем быть неправильно поняты. Правда, наверное, дружелюбие, диалоговая форма, вот это самое умение, наверное, как к дипломатии, так и находить компромиссы. Идеальное время, правда, нужно адаптироваться. И даже для кого-то это может означать, что вокруг меня обстановка совершенно иная. Обстоятельства, может быть, в вашей жизни вынудили вас, ну, что-то совершить. Может быть, у кого-то переезд, правда? Либо состоялся, либо состоится, и вы находитесь в новых условиях, которым вам необходимо, ну, как-то себя определить, свою роль, свое место занять, продумать какие-то вопросы, может быть, бытовые, или да масса других вопросов. И от умения решать или контактировать с людьми будет зависеть дальнейшее ваше как успех, благополучие, так и, ну, наверное, ваше благосостояние. Все же по пятерке мечей есть как будто была, точнее, какая-то минусовая ситуация, когда друг друга не поняли. И если у нас сейчас снова выпадает эта карта, ведь эта карта не настоящего, это именно какие-то вопросы, которые с прошлого тянутся. Значит, с одной стороны, карта говорит, ты должен оставаться где-то воином в душе, то есть тебя не должно ничто застать врасплох. Но придется как бы не наступить на горло собственной песни и не прогнуться, как будто буквально, в сторону, ну, чьих-то, например, доброго отношения, когда для нас что-то с минусом, а для кого-то с плюсом. Или когда мы собой словно готовы пожертвовать, чтобы кому-то было хорошо. Или когда мы где-то избегаем конфронтации, чтобы было тихо. Нет, мы этого не избегаем. Но мы не создаем эту конфронтацию, мы не идем на конфликт, мы никому ничего не доказываем, мы скорее тут увильнем, лавируем, приспосабливаемся буквально по этой карте к каким-то условиям. Но вот таковы правила игры на этой неделе, мои дорогие весы. Давайте будем смотреть, чему сейчас не время. Туз кубков. Да нет ничего такого, чему бы сейчас не было время. У нас сейчас на повестке дня любовь, счастье и как раз какие-то возможности, которые мы не можем упустить. Причем возможности как и с деньгами, так и быть любимым. У каждого по-своему, у каждого может быть ведь что-то на повестке дня свое. Вполне вероятно, это могут быть вопросы. Все же туз кубков, он о радости, о счастье нам говорит. И иногда это радость и счастье, когда мы вопрос на работе какой-то решили для нас плюс, да, потому что, как ни крути, но финансовое благополучие, где-то ж мы деньги зарабатываем, и подсмысл в этой карте тоже есть.
чему сейчас не время. Всему время, что для нас составляет наш успех, наше счастье. Мы не должны это упустить, буквально. Мы не должны от чего-то отказаться. И, видимо, взаимодействие само по себе, как и с миром, так и с окружающими, мы должны вот этот туз или кубок, мы должны его удержать или, наоборот, может быть, взять. И для вас вот такая неделя, хотя это может быть или могут быть некоторые вопросы в обстановке, когда мы друг друга не понимаем или имеем разные взгляды. А у кого-то говорим на разных языках, может быть, буквально, ведь обстоятельства нашей жизни у каждого свои. И тем не менее, вот этот туз кубков, мои дорогие, вам надо удерживать какую-то возможность. Вы не можете как будто собой рисковать, своим счастьем, правда. Вам придется быть этим жонглером, причем искусным манипулятором. И других вариантов я не вижу на эту неделю. Хотя сама по себе неделя для вас пройдет с приятными эмоциями, с новыми перспективами, с каким-то с хорошим настроением. И, может быть, будут какие-то приятные либо поездки, путешествия. Что-то вас определенно вдохновит. Хотя и есть и то, что вам не нравится. Ну так у нас не бывает все идеально, мои дорогие. Что нам помогает? Мудрость ваша. Вот правда, вот, наверное, все то, что я сейчас долго говорила, проигрывается по карте «Отшельник». Нам никто не мешает ведь, по сути. И значит, даже если нам что-то не нравится или для нас сложно найти взаимопонимание, может быть, с конкретным человеком и решить вопрос, это не значит, что мы это не сделаем. Мы как-то найдем 1001 способ, чтобы, да, и договориться, и научимся понимать. Мы научимся, может быть, несколько раз рассказывать или говорить то, что мы хотим получить в какой-то дружелюбной форме, и нас, значит, с какого-то раза все равно поймут, правильно. Значит, мы будем счастливы и любимы, и это тоже нужно как будто удерживать. Нам помогает наша где-то мудрость, умение идти каким-то своим путем, то есть сохранять собственную внутреннюю целостность какую-то. Ведь отшельник у нас мудрец. Он решает какие-то сложные вопросы, распутывает, может быть, гордиевые узлы или принимает Соломоново решение. И вот это все вам помогает. Умение пользоваться интуицией нам помогает. Вот этот фонарь, который отшельник держит в руке, это прообраз интуиции. И он загорается по преданию в самый необходимый момент. И здесь нам тоже идет отшельник своим путем. А путь его, посмотрите, он словно висит, парит в воздухе. Нет опоры. Значит, вы можете тоже чувствовать, что у меня сейчас как будто земля из-под ног уходит. Или я не чувствую уверенности в себе. Но это не повод возвращаться к каким-то прежним мрачным мыслям. Это факт. Это нормально, нам карта говорит. Нет ничего, чтобы тебе помешало, ведь самое главное по этой карте. Значит, все помехи мы можем каким-то неправильным нашим восприятием или где-то недопониманием себе создать. Но если мы по поводу интуиции, значит, мы предугадаем какую-то ситуацию. Посмотрите, фонарь как будто зажегся, и отшельник видит впереди змея. Поэтому, где-то тернии какие-то мы можем предугадать, что-то мы можем правильно просчитать. Или, начав что-то новое, как какое-то новое дело, мы как будто начинаем. И по этой карте мы можем даже бизнес с нуля начать. Или, откликнувшись на чье-то предложение, вполне вероятно, мы в последующем увидим для себя какое-то препятствие. И, значит, выйти как-то надо будет, или ретироваться, или для себя, но какую-то ситуацию запасного аэродрома нам придется просчитать. Значит, будьте мудры, все в вашей власти абсолютно. И каково бы ни было, наверное, сложно, я могу представить, потому что, когда выпадает пятерка мечей, это, знаете, это может быть такое внутреннее состояние, как будто нас затягивает глубже и глубже на какую-то глубокую философию. И очень сложно прогнать эти мысли. Реально, как это сделать? Когда мысли сами идут в голову, да, или вспоминается что-то из прошлого со знаком минус. Видимо, быть непредвзятому будет тоже очень важно, потому что реально помех нет. Тут мы как будто сами можем себе препятствовать, для себя сделать что-то уникально хорошее. Давайте
Если нам это помогает, тем более, значит, мы дважды должны быть счастливы, вот с учетом туза кубков, и приспособиться будет, я не побоюсь этого слова, потому что если мы тут говорим про адаптацию, и здесь что нам помогает, ну, видимо, разные методы придется где-то предусмотреть. Или предусмотреть то, что даже вы что-то начали, допустим, а через какое-то время открылись новые обстоятельства, а вам все равно придется продолжить свой путь, уже изменив или скорректировав свои планы. Как будто путешествие наше продолжается. Какой-то путь ваш намеченный, он все равно продолжится, даже если нам придется что-то, немножко изменить. Что от нас скрыто? Да, вы не сможете что-то отменить. Вам как будто по судьбе быть императрицей. И не важно, что меня сейчас мужчины смотрят. Это карта власти. Просто по императору эта власть более жесткая. Это как сказал и кулаком по столу шлепнул. Я сказал, и все. Есть два мнения, мое и неправильное. Нет, императрица, она никогда так не поступит. Она 1001 способ найдет, чтобы всем управлять, включая самого императора. Этим она и отличается. Она более лояльна к миру. Она обойдет все острые углы. Она сумеет со всеми договориться. И тем не менее, она все равно остается властной. Понимаете? И значит, эту власть нужно умело использовать. И вам придется где-то и учиться, и адаптироваться, и приспосабливаться. Вот такая неделя. Вы сейчас не видите, что меняется ваш статус. Или, может быть, вы и видите это, но где-то хочется настоять на своем. Или есть какие-то сомнения. Или вам хочется большего взаимопонимания. Значит, примите как данность. Словно что-то новое отстраивается по новым правилам игры. Ваша задача принять эти правила и занять свою какую-то прочную позицию. Сделать максимально, чтобы все козыри были в ваших руках. Потому что впереди, совершенно иное качество жизни с новыми возможностями. Дела, работы, бизнес. И снова нам переворачивается королева Пентаклей. Знаете, энергетически вот эти две карты, императрица, королева Пентаклей, очень похожи. Это как будто следующая стадия или следующий жизненный этап, можно сказать. Потому что карта благополучия, я о ней рассказала в самом начале видео, и с учетом карты императрицы, когда нам статусы еще добавляют. Значит, чего бы ни касались вопросы, будь то вашей личной жизни, будь то, может быть, и вашего позиционирования в обществе, ваших честолюбивых планов или вашей карьеры, вашего бизнеса, все равно вы будете управлять ситуацией. Какая-то обстановка, она все равно будет складываться в последующем в вашу пользу, поэтому не сомневайтесь в себе. И все, что вы запланировали, у вас определенно получится. И деньги, кстати, на неделе есть. Нет проблем с деньгами. А здесь нам на деньги, рыцарь кубков, какие-то предложения, подарки. Может быть, знаете, признание в любви, какие-то еще радостные события. Рыцарь кубков – это всегда что-то доброе, светлое, хорошее. Это то, что нас вдохновляет, дает ощущение счастья. Для кого-то из вас как путешествие или какие-то новые интересы, а может быть новый уровень вдохновения. Ведь у нас выпадает двойка пентаклей, вполне вероятно, вы можете начать какое-то новое дело с нуля. И знаете, вот я оговорилась по поводу, что мы можем даже себя в бизнесе с нуля попробовать. Как будто важно именно суметь договориться, суметь, может быть, объяснить то, что мы хотим, взаимодействовать правильно с миром и с окружающими для нас будет архиважно на этой неделе. Вы отстраиваете, опять же, свое благополучие. В личной жизни что видят карты? Да любовь видят, влюбленная, аркан старший. И вы знаете, мы от чего-то здесь не сможем отказаться точно, но внутренне мы можем себя чувствовать как на выборе. Вообще, про любовь это в первую очередь говорит карта. И значит, время принимать важные решения. Вы стоите на пороге. И еще раз, знаете, повторюсь, что для кого-то может казаться, что я в новой обстановке или какая-то, может быть, ваша даже история любви, ваших отношений
она идет, ну, не так, как я бы планировал или планировала. А тем не менее, могу сказать, что, скорее всего, это по судьбе. Еще один старший аркан. Здесь больше важно услышать друг друга и установить это самое взаимопонимание, нежели устроить конфронтацию. Здесь будет важно также, если мы говорим честолюбивые планы, личная жизнь не только про любовь, значит тоже умение, как и ну, найти какие-то общие точки сборки или интересов, если мы говорим про работу, про бизнес, чтобы наш какой-то план не пострадал. Как будто выбор вы уже сделали в чем-то, вы уже знаете, что вы хотите достичь, но могут быть какие-то шероховатости на этой неделе, и от вас, мои дорогие весы, просто потребуется мудрость. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.